Здравствуйте, мои замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Всем доброго времени суток. Спасибо вам за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши комментарии, поучительные жизненные истории. Благодарю вас за лайки, за подписки. Тема сегодняшнего расклада. Какая тайна тебе откроется? Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если сейчас резонирует, вы себя узнаете. Так интересно, да? Прям глазик. Карта, она до конца не выпала, да, так зафиксировалась. Интересно. Прям первый раз такое. Подсмотрим, да, одним глазиком. Какая тайна скоро вам откроется. Какую, может быть, тайну нужно вам узнать. Так вот, если во время сигнификации вы себя узнаете, смотрим до конца расклад. Если похоже на вашу подругу Таню, Свету, Катю, можно отослать это видео ей, пусть она тоже узнает какую-то тайну. Вот она удивится, да? Так, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? По этим картам как будто бы вот-вот, чуть-чуть еще осталось, и эта карта переход на новый уровень. Я скоро смогу себе позволить что-то. У кого-то это элементарно долгожданный какой-то отпуск. Почему это говорю? Потому что тут карта женщина красивая, но такая изможденная, уставшая уже. Может быть, у кого-то, повторюсь, как выгорание. У кого-то элементарно состояние, ну, правда, нужно отоспаться, да, режим сна соблюдать. Так, девочки, первая карта, ее так считывают, карта жадины. Это, может быть, вы сейчас как раз стараетесь, может, накопить на что-то, какое-то приобретение там себе там намечтали, может, не знаю, платьюшко новое купить. У кого-то это, правда, купить путевку, да, какую-то, может быть, санаторий. Как будто бы копите на что-то, а кто-то элементарно старается себя вот так вот взять в руки, да, и не дает себе расслабиться, может быть, говорите, потерпи, вот как я себе говорю, Ирочка, потерпи, еще сегодня, вот еще чуть-чуть, там, и дальше ты себе что-то можешь, что ли, позволить, то ли у тебя в жизни там что-то, вы уже себе запланировали, как будто бы может что-то произойти. У кого-то, опять-таки, это может быть, старайтесь накопить. Может, ребенку своему какой-то подарок, ну, себе, ребенку, не знаю, любимому человеку, тут какие-то варианты, любые варианты. Показана женщина, которая ждет новостей каких-то, так, ждет новостей, уже где-то даже устала ждать этих новостей. Почему-то у кого-то это связано с родными, с близкими. Так, диссонанс. Знаете, может быть, у кого-то вы все ждете хороших новостей, а новости приходят не очень хорошие, да, скажем так. Или же диссонанс. Так, сейчас буду уточнять, о чем это. Это карта про какое-то несоответствие. Это когда мы планируем одно, ну, эти наши надежды, они, ну, не совсем оправдываются, да. Так, диссонанс, это о чем? У кого-то показано, девочки, такое какое-то состояние, как будто бы, вот при том, что карта диссонанс, повторюсь, вы можете находиться сейчас в каких-то обстоятельствах, такой какой-то ситуации, как будто вы все ждете, что в вашей жизни что-то изменится в лучшую сторону. Ну, соответственно, мы же не ждем, чтобы в худшую, да, изменилось. Как будто бы отчасти у кого-то это связано с семейным положением, так как карта дерева. У кого-то, может, это даже трудовой коллектив какой-то будет, да, потому что дерево, мы много времени проводим на работе, у кого-то это так может. Какое-то несоответствие желаемого, ну, и реальности. При этом, вот так интересно подсвечено, вот я спрашиваю, о чем это? Это о том, что вы какое-то вот тут время, карта вышла, длительное время, как будто бы топчетесь, карта на развилке. Развилка. У вас есть как минимум два пути, да, но почему-то вы, может,
предпочитаете оставаться на том же месте работы или в тех же отношениях, в которых находитесь. При этом тут так странно показано, что с вашей стороны это даже какая-то мудрость. Может быть, какой-то философский, может, взгляд на эту ситуацию. Может быть, вы понимаете, что вам нужно какое-то, в прямом смысле, время переждать. Так как если вы выберете там или один какой-то, или второй еще путь, то, знаете, как говорят, шило на мыло поменяйте, да, можно, или пока еще не время, или не совсем время совершать тот самый какой-то шаг, рывок, в общем, не знаю, квантовый скачок. Вот как-то так показано. При этом какие-то, знаете, тут как будто бы трудности какие-то в вашей жизни, они сохраняются пока. Но вы как будто бы учитесь их преодолевать. Карта воительница, и тут карта огонь. Где-то учитесь даже противостоять этому всему с холодным сердцем. Как будто бы не давать себе как-то слишком эмоционировать, не принимать близко к сердцу. Да, опять-таки, может быть, где-то сразу же давать, если какие-то возникают трудности, сразу же в моменте где-то давать адекватную реакцию, какой-то отпор, даже если это какие-то токсичные люди к вам как-то проявляются по тут карте огонь, да, опять какими-то, может, претензиями, может, с какими-то там, ну, не знаю, какие токсичные люди, как они могут агрессивно проявляться. А вас показали карта воительница, женщина с холодным разумом, эмоции замораживает свои, умеет держать под контролем. И с этим мечом долбанет любого по башке, дабы больше было, ну, не чревато, да? Дабы больше он не пытался. И показано, что это ваша какая-то мудрость. Вот на данном этапе это так, девочки. Почему-то вот. Может быть, вы объективно понимаете, что в сочетании этого всего вот вы не можете себе пока позволить по каким-то причинам, может, рисковать. Ну, у каждого свое. Такое мне что-то показали, подсветили. Так, это жадность. Это о чем? Опять карта дерева вышла с другой колоды. Жадность. Жадность. Тут уже конкретно мне показали семья. Ой, да что ж такие карты тяжелые. Опять какие-то сообщения. Девочки, все, что они мне показывают, может у кого-то точечно проиграется. Тут показана очень какая-то непростая ситуация в семье. Карта дерева. У кого-то с ребенком может проиграться, у кого-то болезни, прям карта болезни вышла, и карта семья. Почему-то еще какие-то сплетни вышли. Карта гроб. Ну, не в прямом смысле тут карта гроб, что тут это печальный конец на физическом плане. Нет, у кого-то тут может быть какие-то ссоры, болезненные взаимоотношения в семье с детками, может быть, с близким, ну, с любимым человеком, с мужем, супругом, да, какие-то новости. Тут как будто бы, с одной стороны, идет четкое понимание того, что все как-то совсем не так, как хотелось бы в семье, да, у кого-то тут, и человек ждет каких-то новостей. Причем он ждет классных новостей, но тут также подсознательно по всем этим картам идет такие какие-то мысли о том, что с чего мне ждать хороших новостей? Ну вот как будто бы реально человек понимает, что вряд ли я дождусь каких-то хороших известий по поводу вот семьи. Вот мне так оно. При этом вот следующие карты, карта лед, справедливость и защита, говорят о том, что при всем при этом я могу прочесть, что не то что желание в прямом смысле сейчас каких-то резких поступков по поводу того, что там развод или ну, каких-то, знаете, такие решительные поступки человек, вы в данном случае не совсем готовы предпринимать. Потому как картолет это как замораживается, где-то эмоции, где-то вы сознательно стараетесь замораживать свои проявления какие-то как будто бы. С вашей стороны карта защита. Я уже не знаю, то ли вы стараетесь защитить сами себя, то ли
от каких-то даже стрессов ненужных, от вашем понимании, может быть, от каких-то поступков сейчас, вот как будто бы останавливаете сами себя. Может, вы понимаете, что не нужно поддаваться эмоциям и на каких-то страстях принимать какие-то решительные поступки, которых потом можете жалеть. Это тоже сюда же. Все, что мне не показывают, то я и озвучиваю. Как будто бы вот тут вот, это в прямом смысле, человек копит какие-то деньги для того, чтобы потом какой-то рывок совершить в своей жизни, переход на новый уровень. Но я вижу, пока этого не происходит. Вижу уставшую женщину, где-то женщину, которая уже надоела, где-то уже устала ждать этих новостей. Женщина, у которой желание свою жизнь видеть одной, а то, что она получает, у нее совершенно сейчас другое. Так, ладно. Какая тайна вам откроется? Какая тайна вам откроется? Так, пока я карту рисую. Подпишитесь на канал и поставьте лайк, пожалуйста, не стесняйтесь. Так, кто еще не подписался на канал, подпишитесь. Какая тайна вам откроется? Какая тайна откроется? Какая тайна откроется? Какая тайна тебе откроется? Тайна гармонии. Ух ты. Девочки, какая прелесть. Тут ответ уже есть по поводу, вот, сигнификация ваша вышла, да, и там запрос прям был. Проблемы в семье, с родными, с близкими. Борьба какая-то. И тут ответ сейчас будет, я вам прочту. Так, какая тайна откроется? Мне прям так хочется прочесть. У всех у нас есть теневые стороны, да, и у вас, и у меня. Все мы не идеальны, да, но тут как будто бы показано, смотрите, какой-то вампир, который не всегда таким так проявляется. То есть этот человек, может быть, в вашем окружении, он может быть разным. То есть есть, допустим, в общении с ним для вас и плюсы, и минусы, да, то есть этот человек не всегда вот такой токсичный, но он может быть таким вот, какой-то вампирчик. Сейчас я спрошу, это вы? Что будет весело, если это на вас. Это вы или это какой-то человек в вашем окружении? Что тут дальше я не хочу все на мужчин, да, сбрасывать прям ответственность за вашу жизнь, прям и говорить, что тут какие-то мужчины вот так проявляются. Потому что тут дальше мужчины. Характеристика идет. Так, вампир. Так, освобождение. Карта выскочила. Вампир. Это вы? Нет, вы ясно солнышко, хотя вы можете быть эгоистичны, как ребенок. Это какой-то человек из вашего окружения. Да, причем этот человек носит маску очень часто. Ага, интересно. А почему он в маске? Почему? Что разбитое сердце. И всадник. Угу. Ну, тут очень похоже, кстати, на мужчину, потому что по этим картам, смотрите, вампирушка какой-то в вашем окружении. Это мы смотрим, девочки, какая тайна скоро тебе откроется, да? Так, это выбираем, это вы у нас ясно солнышко. Человек, который скрывает от тебя какую-то, может быть, можно сказать, сущность, да?
свою темную сущность, твою вторую натуру, да, он ходит в маске, у этого человека разбито сердце. Человек по всаднику очень вполне возможно привык, знаете, вампир тоже характеристика. Человек, который больше берет, чем отдает, да, в основном берет. И тут по карте всадник это мужчина, который прискакал, получил там желаемое, какие-то свои плюшки, да, и ускакал, да, ни вам ни здрасте, ни спасибо, ни до свидания. Человек, который, может, не хотел бы там нести сильно ответственность за что-то, вкладываться во что-то, ну, привык брать. Так вот, почему-то мне такой вот вампирушка, этот с разбитым сердцем, я не могу понять. Тут какой-то, это на него характеристика, как будто бы у него может быть его обычное, стандартное какое-то проявление, его там поступки, слова. Часть этих слов направлена на то, чтобы, может быть, кого-то в иллюзии какие-то погружать, да, давать ложные какие-то двусмысленные обещания. Вот тут что-то такое даже, либо поведение такое, вот знаете, как будто бы пообщался с таким человеком и не понимаешь, да, вроде ты ему что-то уже должен, вроде уже все, что мог, ты ему отдал, но все равно ощущение, что ты ему что-то еще должен. А вам как будто бы нифига, комбинация с 3 пальцев. Или в любом случае ощущение такого после этого человека, как будто бы ты, правда, как часть себя отдал, и ты как энергетическая, как будто бы у тебя пробой энергетический. Ну, энергию человек тебя как минимум забирает. Но так вот, тут как будто бы показано, тут он в маске, и тут по черной кошке, знаете, человек как будто бы, ну, мало очень о себе рассказывает. Уж точно вы не можете сопоставить цель его какого-то общения, или уж точно как будто бы трудно его обвинить даже в таком поведении. В любой момент как будто бы из вас может человека к дуру сделать и сказать: да ты все прям придумывала себе, ну что это такое, там, как-то бы вот вы сопоставляете все, и логически получается, что ваши потребности, может, не удовлетворяются. Ну, как будто бы, в чем для меня кайф, да? Или там, допустим, вы начинаете, может, уточняющие вопросы задавать этому человеку, а что дальше, к чему наши отношения идут, кто мы друг для друга. И человек может так хоп и в сторону уходить, тоже сюда же. Как пример я привожу. Ну так вот сейчас как будто бы у этого человека по карте черная туча сгущается, как будто бы у него не совсем получается, может быть, кого-то, ну там, ввести в заблуждение, да, ну в данном случае вас получается, как будто бы у него не совсем проходят те форматы, которые, может быть, проигрывались раньше, то есть взаимодействие, воздействие на вас. Так, тут смотрим. Какая тайна вам откроется? Так. Вот по вот этим картам, тут как будто бы 2 линии таких мне идет. У кого, девочки, семейной касается, там проблемы какие-то с детками, я вот тут ниже расскажу. А вот тут вверху, тут как будто бы, у кого-то это может быть взаимосвязано, но тут как будто бы какой-то мужчина, вполне возможно, даже это не ваш законный там супруг, или, ну, может, у вас с ним даже и нет там общих деток, тут как будто какой-то мужчина, который до конца вы не можете для себя понять, он для вас является добро-зло, может быть, залипли вы на него, подвлюбились, может быть, стараетесь изо всех сил тут как будто бы сердечко вы свое стараетесь заморозить для того, чтобы эту же энергию больше не давать ему, да. Вот вы не можете его прочесть, он там в маске выходит у нас, да, то же самое, как будто бы не можете до конца для себя понять, кто он для вас, кем он для вас является. Какие-то эти форматы отношений тоже непонятные с ним. У кого-то такое может проиграться. И тут как будто бы, что какая тайна вам открывается, тут что какое-то вот сейчас время пройдет, и по колесу фортуны, как прокручивается это колесо фортуны, и вам его подсвечивают. Тут этот человек, кстати, кого-то может быть женат, да, вот тут этот король Пентаклей. И
вам могут его подсветить как человека, который, если он женат, он так и собирается оставаться в этом статусе, ничего он менять не будет. Ему там удобно, комфортно, то есть какие-то, если вы для себя считывали моменты, что может быть что-то изменится, то есть если вы там, он не свободен, да, вы там думали, вполне возможно, с ним можно построить какие-то отношения, или вы не знали, что он там женат, да, допустим, то вам как будто бы это колесо прокручивается, и вам просто как будто бы на блюдечке с белой каемочкой показывают, подсвечивают какую-то ситуацию, что человек сознательно, может быть, там пудрил мозги, да, или умалчивал о чем-то, а ему там очень комфортно в своем браке, у него там свои, допустим, плюсы есть, и по король мечей это человек, который в первую очередь заботится о себе, человек, который может строить свою карьеру, максимально как будто бы фокус внимания на себе, на своих каких-то там увлечениях, на там, опять-таки, не знаю уж, социальное положение, может быть, материальные какие-то блага. Но это человек больше, повторюсь, сфокусирован на себе. Тут это как будто бы вообще не о любви. И при этом показано, как будто бы до вас, может быть, для вас какая-то, если это тайна откроется, что пока вы, тут карта плодородия, да, женщина всем хорошо, красиво, смотрите, женщина тут роскошная, ухоженная, красивая, и у нее тут какие-то прям дары природы, да, она как будто бы сама показывает, подсвечивает, тут на подносе, тут, я не знаю, какие-то фрукты, тут тоже какой-то виноград, тут как будто бы все у нее есть для того, чтобы быть желанной, интересной, но и в том числе она ресурсна, может быть наполнена. И тут как будто бы ответ, вот, пока вы вот ресурсны, пока вы можете что-то этому человеку предложить, то он, как этот вампир, будет приходить и брать. Причем с холодным сердцем где-то. Причем оставаясь где-то в своих каких-то стабильных типа отношениях. Кому-то это нужно услышать. И тут показано в конце королева воды. Это женщина, которая тоже красива. Она типа любима этим мужчиной, да, может даже говорить, ты моя любимая женщина. Но эта женщина стоит сознательно под каким-то проливным дождем тут обнаженная и ждет, пока мужчина на нее обратит внимание. То есть вот какая-то тайна, может быть, вот тут вот вам откроется, что пока у вас есть что предложить этому человеку, он будет возле вас. А не приведи Господи, вы потеряете там, не знаю, девочки, у кого-то привлекательность, у кого-то даже это какие-то материальные блага, у кого-то это даже свое желание вот это вот терпеть, вот это вот в ожидании пребывать, даже какое-то потеряете это терпение в конце концов. Все, как будто бы человек может отвернуться и пойти дальше новую, ну не знаю, не буду говорить, жертву, не жертву, ну другую искать. Девушку, которая будет более покладистая, более ресурсна. Вот тут тоже такое кому-то может открыться, девочки. Вторая тут линия, просто можно считать, какая тайна откроется. Как будто бы вас учат, у вас там запрос был, может быть сейчас, пока вы не можете сделать какой-то там решительный шаг, какое-то действие, у кого-то там проблемы в семье, карта род, семья, проходит какая-то, может быть, борьба, противодействие друг другу, может, выяснение отношений в семье, с близкими, родными. Еще раз карта дерева мне тут подсвечивает. Как будто бы пока вы не готовы и не можете что-либо тут особо изменить, вам тайна какая откроется, по карте гармония, вот, будто бы вам тоже дают подсказку, все, что ты можешь, это научиться относиться к этой ситуации спокойнее намного, выдержаннее, гармоничнее быть, вернуть себе эту гармонию, что бы, допустим, у тебя ни происходило, тут дом, семья, да, как будто бы вот, научиться к этому относиться по-другому. Тут вам карта противоядия и ваша карта, и карта творчества. Ну, по-другому я тут не могу никак прочесть, как будто бы выход из этой ситуации в данном случае противоядие, это, то есть вы можете смягчить это негативное влияние на вашу жизнь, не забывать, что есть вы у себя, да, как я всегда говорю, никогда не нужно опускать руки, даже там, если там отказались близкие, родные от тебя, какие-то проблемы, у тебя всегда есть ты.
Это самое главное, да. Есть человек, который никогда тебя не предаст, сам себя, если вы сами себя не предадите, девочки. И тут карта вам подсказка, карта творчества, как будто противоядие, выход из этой какой-то тяжелой ситуации. Где-то у кого-то прям подсказочка, выход в эту гармонию, классное состояние, наполненное какое-то. Смотрите, какие карты красивые. Вот карта противоядия. Тут флакончик такой волшебный, прям. Карта девушка, это ваша вопрошающего. И карта творчества. То есть вам говорят, максимально уделяйте время себе, постарайтесь. Уходите, вот у кого творчество, кто картины пишет, кто уж не знаю, может еще каким-то творчеством занимается там, кто вышивает. У кого-то, я понимаю, спорт это не творчество, но у кого-то элементарно. Да, может быть, больше внимания уделяете кто-то спорту, кто-то это элементарно в парке, да, прогулки какие-то, общение с природой. Но тут именно творчество. Смотрите, какой яркий мир. Тут женщина сидит, окруженная, тут какой-то как зимний сад, да, все наполнено светом. Это скорее как внутреннее состояние, это же гармония. Все, девочки, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч!